Доброго ранку, мы с Кавказу. Итак, где у нас случилось? Три проблемы, которые сегодня беспокоят мир. Война, еда и энергия. С войной все более или менее давно ясно. Российские военные убивают украинцев, как военных, так и гражданских. Гражданских, кстати, гораздо больше. Потому что Путин решил сделать Россию great again. Причем great в собственном понимании этого слова, это когда Россия не кончается нигде, и все ее боятся. Именно потому, что она нигде не кончается. Правда, тут у них вышла незадача. Украинские военные в ответ на это тоже стали убивать русских солдатиков. Причем в промышленных масштабах. Путин и Ко ответили на это единственным возможным способом. Гонят на убой новых и новых солдатиков. Подчеркиваю, единственно возможный способ. Потому что принцип «бабы еще нарожают» есть. Но он тут ни при чем. Просто у Путина нет иного выбора. То есть, единственный выбор Путина, или он пошлет на верную смерть тысячи молодых российских мужчин, или погибнет сам. Ну, вы сами понимаете, выбор, который сделал Путин, он очевиден. Сколько при этом погибнет украинцев, в том числе детей и стариков, Путину еще более безразлично. Скорее всего, он атеист и не верит в суд Божий, а также в вечные муки после смерти. Зря, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Чтобы вы понимали, когда я говорю Путин, я имею в виду не только конкретного человека. Все, кто поддерживает Путина в России и в мире, тоже Путины. И тоже несут ответственность за то, что происходит. А теперь про еду. Украинские, турецкие и русские военные встречаются в Стамбуле для того, чтобы решить проблему надвигающегося голода. И ведь проблема не в том, что зерна нет. Сколько бы русские не жгли поля в Украине, зерно есть. Причем тут Турция, спросите вы? На самом деле все просто как карандаш. Случившаяся 10 лет назад арабская весна была прямым следствием неурожая и подскочивших цен на зерно, а соответственно на продовольствие. Конечно, были и другие причины, от бэйби-бума до политики слона в посудной лавке администрации Обамы, ну и абсолютно конченных режимов прошлого века. Но то, что подскочившие цены были одним из катализаторов процесса, никто отрицать не может. А теперь представим себе, нечто подобное происходит сейчас. И наложится на тот хаос, который уже есть на Ближнем Востоке. Новые потоки мигрантов, новые проблемы Анкаре гарантированы. И все это в преддверии выборов 2023. Есть ли из этой ситуации выход? Ну, конечно, есть. Выход, как обычно, там же, где вход. Русские отводят свои корабли от Одессы и не мешают вывоза зерна. Почему бы им этого не сделать? Да по той же простой причине, что и в предыдущем случае. Проявленная слабость грозит безопасности самого Путина. Поэтому выбор между смертью и страданиями миллионов людей и угрозой собственной безопасности для Путина, то есть для России, очевиден. Путин и Россия в сложившейся ситуации это одно и то же. Даже не почти одно и то же, а, к сожалению, одно и то же. Ну и по поводу энергии. Визит Байдена в Саудовскую Аравию может решить, если не все, то очень многие вопросы. Сегодняшняя цена на нефть, цена политическая. Впрочем, она всегда была политическая. Визит настолько важный, что Байден написал целую статью в Вашингтон-Пост. И написал о том, почему он едет к саудитам. Для тех, кто не в курсе, еще совсем недавно администрация США объявляла королевство Саудовской Аравии страной-изгоем. Основания для этого были, конечно, были. Но сейчас приходится возвращаться к старому принципу. Самоса сукин сын, но он наш сукин сын. И никуда от этого не деться. У Байдена тоже выборы. Причем еще раньше, чем у Эрдогана. И от этих выборов будет зависеть дееспособность нынешней администрации на следующие 2 года. Могут ли демократы рассчитывать на победу? Ну, вы знаете, я не специалист по внутриамериканским темам. Но что-то мне подсказывает, что если Белому дому удастся решить те проблемы, обозначенные выше, могут.
Для тех, кто не понял, решение проблем следующее. Военная победа Украины, снижение цен на продовольствие и энергоресурсы за счет увеличения объема поступлений на мировой рынок. Остается ответить на вопрос, как это сделать. Верим в ВСУ и слава Украине!